Приветствуем вас на канале Раиса Гориченко «Дача, сад, огород, цветы». У нас сегодня необычное видео. Сегодня 14 августа. Медовый Спас. Это название праздник получил, потому что к середине августа соты в ульях обычно уже полностью заполнены. И пасечники собирают мед, соты в ульях. Именно вот этот мед считается самым целительным. В городе Измаил, там, где обитают авторы нашего канала, то есть мы с Александром, есть в Измаиле очень хорошая традиция. В старой части города, на площади у Покровского собора, каждый год 14 августа стартует ярмарка меда. Здесь пасечники торгуют главным продуктом праздника – медом, ну и другими продуктами пчеловодства. С несколькими участниками ярмарки мне довелось пообщаться. Часть нашей беседы предлагаю послушать, она очень интересная. Слушайте. Допустим, в нашем регионе сейчас, когда вот сбор шел от подсолнечника, резко исчезла летная пчела. Вот она от работы, сгорела и от температуры. А новые не восстановились, да? Сейчас я вот был, вот буквально 2 дня назад я был, пересматривал гнезда, и вот сейчас идет очень массовый расплод. Вот мы откачали, взяток такой идет не сильный, но средний такой взяточек, ну до килограммчика где-то идет в день. И вот и как раз этот нектар идет на расширение семьи. Матка очень много отложит яиц. Это что, к зимовке, значит, они тоже готовятся, потому что надо же кому-то работать зимой? Возможно, это тоже такое? Ну, скажем так, для того, чтобы пчелосемья перезимовала, дожила до весны, то и надо минимум 5-6 рамок расплода. В прошлом году, когда засуха была, мы замечали такую аномалию. 2 рамки, не больше, 2-2,5 рамок расплода. И поэтому у многих пчелы пропали. Нет количества пчелы, понимаете? Вот. И когда много пчелы, есть клещ, который паразит. Вот, то когда большая семья, и он как бы распределяется, сколько там остается в гнезде, и плюс-минус он не так паразитирует на семью. И таким образом семья выживает, что касается клеща. Ну, за лучшее, конечно, его убить заранее, предварительно. Когда качаешь после качки, мы всегда обрабатываем от клеща. 1, 2 раз, а то 5 и 6 раз мы обрабатываем. Меняем препараты. Вот это тоже одна из особенностей, вот, допустим, чтобы пчелы перезимовали. А то, что литки закрывают, это просто старые пчеловоды нас учили так, хотя я уже старый становлюсь, что когда смотрите, что сокращают литки и закрывают, значит будет сильная зима. Они даже между улочками стараются сделать минимальный вот проход. Чтобы меньше туда холодный воздух поступал, да? Да. И говорят о том, что будет такая холодная зима. Ну, тут о многом можно говорить. Система улика, сейчас сетка дно, кто знает это. Вот мы уже 3-й год вот, зимой на сетке дно. Хорошо зимовали, но в прошлом году, так как зашли слабенькие семьи, нужно было нам, наше упущение, нужно было закрыть сетку дна хотя бы наполовину. И таким образом немножко поймали болезнь. Вот. Ну, вы довольны этим сезоном? Да, очень, я всегда доволен, потому что я люблю молодые ребята, они очень заинтересованы. И то, что они сказали вначале, когда мы знакомились с полями, когда мы на розетке были, они сказали, что у нас препараты, которые щадящие. Вот они назвали, я сейчас не могу их назвать, у них записано, да. Вот, и действительно, они брызгали, на пчелу не влияло. Рядом кукуруза. То есть это уже биопрепараты или современные какие-то нано, да, которые не убивают пчел? В прошлом году мы убивали. Это био? Да. Да, и ничего не было. Поддержание связано. Мы опыляем, там повышается урожайность. Они нам предоставляют условия, человечность, общение вот с ними. Очень, в этом году я это очень поменял. А раньше такого не было? Ну, в советское время мы ходили сюда с Дунайкой, с каким-то презентом, либо медом. Мы сейчас угощаем чисто от себя. Ну да. Вот, но отношение к нам меняется, уже более европейские. Ну и понимание, наверное, ситуации, да? Да. Потому что информация идет, немножко учимся от других людей, более, которые
умеют хозяиновать. Нет, если хорошие, здоровые семьи, то они не боятся, и ос не И боятся. не пускают. Не пускают, конечно, Да? там охрана стоит. Ага. А Да-да-да. осы это сложность, да? Осы, я говорю как раз о осах. С дикими пчелами у нас проблем не было никогда. Ага. Это может быть в огороде, на винограде, а именно к пчелосемьям больше всего осы. Вот они приходят, и если слабая семья, они разбивают. И что, забирают мед? Забирают, они заходят, и начинается драка между Так. ними. Вот происходит то, что доходит до того, что они убивают маточку, а если убили матку, все, семья уже распадается. Она уже, да. Ну, такая беда. Вот, да, И да. они занимают И мы ставим, место. ставим бутылочки с водой, сладкой водой, и они заходят туда и погибают, вот эти осы. Вот мы таким образом боремся. Особенно, когда уже нет взятка, когда уже пчела не активная. Вот. А они ходят, и они почти до мороза, можно сказать, эти осы. Пчела уже стоит, на месте не вылетает, а осы заходят. Ясно. Благодарю. Вот это я знаю точно. Да. То есть дикие пчелы вам не мешают, Нет, дикие они в природе себе живут в гармонии с домашними Они пчелами. рядом же тоже берут нектар. Даже мы когда ездим на разведку и видим вот первые цветочки там на разных культурах, то ли это люцерна, то ли это экспорцет, там первые там дикие пчелы. Вот мы видим, что там уже есть нектар. Наших еще нет там, а они уже есть. А потом уже, когда мы привозим, уже рабочая наша пчела. Палащенко Людмила Федоровна. Занимаемся пасекой уже 21 год. У нас большая пасека. А вы местные, Измаил или... Да, мы с Измаила выезжаем в Арцизский район в экологически чистые места. Ага. Вот. Но я смотрю, у вас разнообразие, нету... Вот вы говорите, есть гречаные, но привезли его откуда? С Львовской области у нас в этом году гречаный медик, потому что у нас, если и садят гречку, она не выделяет, потому что засуха. Ага. Вот. Ну, ради клиентов мы работаем на рынке, и ради клиентов мы привозим. В этом году липа был очень слабенький урожай, мы не привезли. Гречка есть. Ну, из нашего меда уже есть рапсовый, разнотравие, расторопша с сафорой. Чем богатый. А как это вы, получается, что вы там часть семьи, или у вас ульи там, или родственники? Это Нет, ж- мы стоим в лесу, То есть вы выезжаете туда со своими пчелами? выезжаем в лес, да, вывозим их. Ну, это семейный бизнес. У нас четверо деток. Разнотравие у вас? Четверо деток, и мы все в бизнесе. Да, Молодцы. летнее разнотравие 70 гривен. А гречишный только 100 гривен. Да, я гречишные почти ни у кого не видела. У вас именно Нет, это только у дело. нас есть, да. Мгм. Ясно. А скажите, у вас взаимодействие есть с аграриями? Пчелы не травят? У нас договор с председателем, и вот за все года нас ни разу не потравили. Но когда мы выезжаем, мы звоним председателю, говорим, мы на пасеке. Если идут какие-то там обработки, он за сутки звонит и говорит, завтра с утра мы обрабатываем. Мы приезжаем, закрываем пасеку, ну, естественно, наливаем им воду, чтобы они имели что пить. И сутки мы стараемся, чтобы пчел не открывать. На следующий день открываем, все пчелы улетают. В рассказах пасечников ощущался оптимизм, хорошее настроение и вера в то, что у пчеловодства есть будущее, и это будущее хорошее. Об этом свидетельствуют рассказы о содружестве, о хорошей работе с фермерами, аграриями и с местной властью, которые понимают значение труда пчел по повышению урожайности сельскохозяйственных культур. Радует то, что после засушливого 2020 года именно в нашем регионе, это Бессарабия, юг Украины, когда много очень пчелиных семей погибли, и в прошлом году очень слабенькая эта ярмарка была, ну и в этом году еще не так уж она яркая, как была раньше в былые годы, но вот пчеловоды в этой сложной ситуации сумели сохранить оставшиеся семьи и продолжить трудиться с крылатыми помощниками в полях и садах, ну а это и их помощники в их бизнесе, в благополучии их семей. Интересен и тот факт, что в знойный июль, прислушайтесь, это интересно, Петр вот интересные вещи рассказал, в знойный июль, когда было очень жарко, и где-то первые дни августа погибло очень много пчел. Это была очень высокая температура.
просто был вот такой сильный падеж. Ну вот, в последние 10 дней августа началось интенсивное, очень быстрое восстановление пчелосемей и их развитие. Пчелы словно поняли, что в зиму с маленьким приплодом не перезимуешь. Нужна крепкая и здоровая семья, которая подготовит к зимовке основательные запасы еды и в холода будет удерживать нужную температуру в ульях, чтобы успешно прошла зимовка. Мои собеседники в завершении разговора высказали вот такие пожелания всем нашим зрителям, всем людям Земли. Меня Ира. Ира, а что вы можете пожелать всем людям планеты? Потому что у нас канал на весь мир, 170 тысяч уже. Ну, желаю здоровья, чтобы все были здоровы, чтобы никакая эпидемия нас больше не затрагивала в наше время. Пчеловодам хорошие зимовки, хорошие семьи, хорошая порода пчел и хороших взятков, чтобы было и весенний сбор, и средний сбор, и осенний сбор. В первую очередь мы можем пожелать здоровья, Так, мира, успехов и нехай Бог рясно благословит нашу страну. прекрасно, благодарю. Благодарю, а вам тоже здоровья, удачи, и чтобы у вас все всегда было, и бизнес процветал. Вот молодцы, что семейный бизнес. Большое, да. Благодарю. Мы, авторы этого канала Раиса Горяченко и Александр Волик, присоединяемся к этим прекрасным пожеланиям. Пусть будут живы все пчелы, пусть будет наша земля здоровой, сады пусть цветут и радуют нас не только цветами, а с помощью пчел здесь пусть растут прекрасные вишни, яблони, все плоды и ягоды радуют нас витаминными своими соками. А также пусть будет на земле всегда мир, и все будет в гармонии, в прекрасном соотношении. Каждый будет заниматься своим делом, и все это вместе будет процветать. Процветание, благополучие, мира и крепкого всем здоровья. До новых встреч на нашем канале!